Андреевич, Максим Андреевич, я знаю, что вы Хайдеггера пытались даже почитать на языке оригинала, но почитали на русском языке, чего тоже доставляет какой-то труд, чтобы осмыслить то, что писал этот немецкий философ. Вот все-таки скажите, у нас по Хайдеггеру есть два вида мышления. А вам какое ближе? Сейчас слышно, да. Ну, вот термин «осмысляющее мышление», он, по большому счету, его синоним – это критическое мышление, которое я часто применяю. Этот термин был придуман американским философом практически в те же годы, что и немец придумал свой. Вообще наш народ на ментальном уровне, у нас в менталитете заложено как раз вот эта составляющая осмысляющего мышления, критическое мышление у нас именно вот в нашем народе еще с, я думаю, там и 100, и 200 лет назад оно было очень развито. Сейчас оно в большей степени проявляется в сравнении с другими странами, которые перешли на болонскую систему образования. Мы, слава богу, еще не успели до такой степени туда внедриться. Вот за эти 40 лет, как бы, ну, 20 лет, да, с распада Советского Союза нам показывали, как надо правильно работать, жить, там, значит, делать науку и так далее. Наш народ очень любит что-то креативить, он тяготит к любопытству. Да? И даже есть такая фраза одного человека, что наука – это, значит, возможность реализовать свое любопытство за государственный счет. Немножко это грубо, может быть, звучит, там, как бы, особенно для, значит, но, тем не менее, куда бы мы с вами шли бы, если бы у нас бы не было бы такого вида мышления, и мы были бы зависимы, вот как сегодня, опять же, возвращаясь к этой истории, как бы, к болонской системе образования, европейцы, американцы имеют сейчас несколько, значит, поколений людей, которые воспитаны были только что-то производить, как ремесленники. То есть они сейчас хороши очень в определенной сфере, в узкой специальности. Но они не могут широко мыслить, потому что у них, как вы правильно сказали, не хватает времени, как бы белка в колесе и так далее. Это в том числе их поощряли на уровне правительства. Таким образом, больше было экономической выгоды от их деятельности. В нашем случае сейчас мы находимся, вот опять же, президент нам об этом говорил, на этапе перехода из одной системы экономической, ну, идет развал текущей экономической системы, да, и я подозреваю, что в ближайшие десятилетия, ну, хотя бы там до лет 20 точно, основным выгодоприобретателем будет тот человек, у которого развито как раз творчество, мышление, креативное, критическое и так далее. Ну, если вы спросите в рамках нашего государства, я считаю, что нам достаточно более чем этого навыка, его просто нужно поддерживать, его нужно развивать, значит, ну и... Ну, креативность, о которой вы говорите, да, она сопровождает деятельность вашей компании, потому что продукты компании, которой руководит Максим Андреевич, они удивительные, необыкновенные. Я не хочу делать рекламу, поэтому не буду даже говорить, что, но они очень креативные, поверьте. И самое главное, что подход к бизнесу, он очень неординарный и очень нетривиальный, очень творческий. Поэтому после нашего пленарного заседания вы можете, да, пообщаться с Максимом Андреевичем. И вы знаете, нам значительно